Всем привет, друзья! Сейчас мы с вами направляемся на набережную Онежского озера. И знаете, что символично? Ровно 2 года назад мы снимали наше первое видео, наше знакомство с вами. Это было ровно 2 года назад. И тогда мы с вами тоже направлялись на набережную. С разницей только в том, что тогда подготовка к Гиперборее у нас еще только начиналась. Ну, не у нас лично, а у нас в городе. А в этом году на этот день уже пришелся заключительный день, то есть там все должно быть готово, должна быть невероятная красота. В общем, сейчас мы с вами все увидим. Тот, кто не помнит, напомню, Гиперборея — это выставка ледовых и снежных скульптур, которые разные команды, участники из разных городов строят, и потом, в общем, проходит конкурс. Работы всегда нереально крутые вообще. Я не знаю, там просто у мастеров золотые руки. Всегда очень нравится. Практически каждый год мы ходим, по-моему, только один год не ходили, когда очень-очень холодно было. Вот. А так всегда стараемся посетить. Идем вдвоем. Да, всем привет. Да, на улице минус 16. Но что-то у меня уже щеки отмерзли. Вот. У меня руки мерзнут, жесть. Время Держать уже камеру. 6 час, уже темнеть начало. Ну, думаю, там все будет подсвечено, как обычно, все будет круто. Я, кстати, в новых сапожках своих, да, вот так, обычно. О, видите, красота. Ну, нормально, кстати, дома, когда одевала, первый раз одела сегодня, дома, когда одевала, показала, что в подъеме что-то поджимают, сейчас нога подпривыкла, вроде как бы нормально. Надеюсь, не отморозятся ноги. Вот, отмерзли пока только щеки и руки немножко. Вообще не знаю, аккумуляторы выдержат или нет, но мне очень холодно. Типа они могут замерзнуть. Мне кажется, как будто больше, чем 16 градусов. Мне просто придется на телефон снимать. Я в последнее время как-то вообще привыкла на телефон снимать. Я очень часто на телефон что-то снимаю. Ну, потому что я с собой камеру никогда не ношу. А потом такая, а что бы и не снять? Я очень часто снимаю на телефон что-нибудь. Не всегда, правда, мы это выкладываем. И потом, получается, такие видеоролики типа неизданного. Ну, как-то так. Вот, после Гипербореи еще пойдем, зайдем в торговый центр за бургерами. И мы сегодня собирались отправлять посылочку Оле. Олечка, если смотришь, привет, Оля с Курска. Вот, но посидев сегодня, подумав, мы решили, что мы немножечко другую посылку отправим, потому что прошлая посылка у нас была больше связана все-таки с Новым годом. И получить в конце февраля посылку новогоднего плана, ну, наверное, как-то будет не совсем уместно. Поэтому мы решили поменять некоторые моментики, короче, наши подарочки. Не будем, скорее всего, показывать, что точно купили. Оля потом, когда получит сама, если захочет в Телеграм, скинет к нам, я думаю. Да, кстати, подписывайтесь на Телеграм, ссылочка в комментариях. Да. В общем, по планам как-то так. И да, сегодня нам 2 года! Ура, поздравьте нас, почти 5000, ребят, я вас всех очень люблю. Вот. Все, в общем, я отключаюсь. Потому что рука уже замерзла, и камера наша, чтобы не замерзла. В общем, прошло 10 минут, у меня уже все, окочурились ляжки. У меня, кстати, У Кати, не знаю, видно, не видно. Ресницы белые. В общем, есть такое ощущение, что тут нифига не минус 16. Да. Да, причем мы это почувствовали сразу, вначале, Как когда будто из дома так, вышли. где-то 25 примерно. У нас новогодняя иллюминация так и не снята. Наверное, опять до марта будет. Ну, в принципе, нормально. Ну, здесь это светлее и все равно красивее. Да. Так интереснее. Ага. А, там шарик на той стороне. Ага. Шарик и снеговик, по-моему. В общем, все, рука уже замерзла, хотя я секунд 30 снимаю. Ладно, я вот не привыкла носить А там на перчатки, набережной еще холоднее будет. потому что мне почему-то в перчатках всегда холоднее, чем даже без них. Но вот сейчас даже в карманах руки мерзнут. У Кати белые волосы. Ну, я уже сама по зрения вижу. А ну все. Быстрое включение. В общем, кое-что уже купили. Да, у вас прошло одно мгновение, 1 секунда. А у нас уже, наверное, прошло минут 40. Мы уже прошлись по 2 магазинам. Уже купили Олечке подарок. Кое-что. Наверное, увидите все. Мы идем по набережной, нереально холодно. Да, вообще. Вроде как бы уже там стало потеплее, сейчас опять лицо отморозилось по новой. Там кто-то катается по озеру на подушке. Спасибо, хоть что нет ветра. Да. Нет, так сказать, это снегоход все-таки.
ты думаешь? А, ну может катают Такая, кого-то, да. ну, потому что часто он бывает, что там по озеру на снегоходах на подушках катают. Людей с парашютами тоже бывает катают. Но пока не видно никаких ничего. Что-то катается, а что не понимаю. Ну, Я там не будет хотел, холодно, я думаю, спросить, ну ладно. тут уже разницы не будет. Мы уже почти дошли, вот там впереди, где куча огоньков, нам туда. Я, кстати, не проверил настройки камеры. Надеюсь, она настроена на темное время. Постараться надо как-то по-быстрому снять, чтобы не отморозиться. Мне через неделю на прием снова к лору, потому что она мне после выздоровления сказала прийти через 3 недели и даст направление на снимки, снова снимки сделать нужно будет. Поэтому нельзя заболеть, нельзя простыть и нельзя замерзнуть. Это ляжки вообще уже околели. У меня сейчас лицо по второму кругу замерзло. Сначала замерзло, потом вроде отошло. Сейчас опять вообще отморозило. Ну и получается отморозки с вами. Да, два отморозка. Там, блин, люди идут, гуляют, собачка с маленькой, бедная, она уже отмерзла, у нее лапы все, она поджимает, идет. Ну, блин, ну зачем такой дувак сюда тащить? А вон на катке всего две лампочки светят. Там, короче, у нас каток открыли на Онежском озере. На камере, наверное, не видно. В общем, там желтые два фонаря, вот там каток. Я все хотел посмотреть, заценить его. Слушай, я уже всем, кому можно, только высказывался насчет катка, что не могут сделать каток нам. Я думала, что мы уже у самого озера дома, Ну, я тоже что-то так подумал, оказывается, нет. Я вообще не понял, где мы первый раз шли. Я запутался. А сейчас мы с тротуара, а до этого по дороге Еще не знаю, что там за каток. Надеюсь, там не просто снег почистили на Онеге, а все-таки... А нет, просто так бы не смогли там кататься. Ну, наверное, водички сравняли. Ну, может, потому что Да. так людей немного, потому что холодно. Не май месяц, все-таки скорее бы лето. Это хотя бы весну бы. С каждым Градусов годом 5 зима хотя бы кажется минуса. всё холоднее и холоднее. Там в детстве тебе и минус 40 кажется норм, потом минус 35 уже холодно, потом 30, 25, 20, и потом вот так идешь. Ну, как говорят, 16, но это не точно. Да не, я не верю, что 16 градусов сейчас. Ну и идешь, и вообще кошмар. Кошмар. Я бы хотела, чтобы целый год летом было. На Новый год снег выпал, но чтобы там было там минус 2, может быть. Ну не больше. Я хотел сегодня утром пойти, но что-то перехотел. Тут, короче, утром играли в карельскую игру по типу городки. Называлась, по-моему, Кюбки или как-то так. Вот, Потом вот, здесь... снеговички. Блин, тут темно, ничего не видно. Конечно, смысл показывать. Ёлки-палки. В общем, здесь детская гиперборея. Ой, смотри, классно, пока их никто не сломал, пока они... Смотри, это сердечко, видишь? Ага. Обычно мы сюда всегда приходим, тоже снимаем, но приходим после гипербореи, после открытия на следующий день, допустим. И бывает, что снеговики там уже разломаны недобрыми людьми. Так, ну ладно, я на всякий случай сниму, вдруг будет видно. Тут вон еще все целенькие, все новенькие, смотри, тоже с Я вообще, сердечком. кстати, не понимаю, как в мороз, я просто ни разу не пробовал, ну, один раз, вернее, пробовал слепить снеговика, у меня что-то не получалось. Бэтмена. Ну. Блин, они все такие классные и... Даже не надо не знать вообще. Так, здесь еще что-то Обученный распечатано. рисованию в Германии Ломоносов, это Ломоносов, в определенный момент вдохновился мозаикой и решил во что бы то ни стало возродить это древнее искусство в России. Так, сейчас попробую на телефон заснять. Ничего не видно. Ломоносов, короче, это. Да, ну на телефоне немного так посниму. Блин, вообще нереально классно работа. В том году мы, по-моему, пришли, очень резко все растаяло, и что-то мы пришли, когда уже все таяло, текло, да? В том году же вроде это было. Да, да. Они все нереально крутые. Так, здесь у нас лыжники.
С лыжами даже, смотри, аккуратно. Но здесь, я думаю, из-за фонаря Тетяо. видно. Ну да, левое, правое отличаются размером. Петрозаводск. Так, кстати, друзья, кто из Петрозаводска, обязательно дайте знать. Пишите: привет, я из Петрозаводска. Ой, тут вообще маленький. На голове стоит, смотри, как классно. Ну. Малыш. А там что такое? Что это? Мы ни разу, по-моему, в темноте не снимали на эту камеру. Да? Айсберг или что это? Это непонятно. Ни Так, разу ладно, вообще- все, полетели до основной выставки, потому что батареи уже садится батарея. Ну и, соответственно, руки тоже мерзнут. Снегогусь, обнимусь. Так, снегогусь. Они решили не снеговика, а сделать гуся, как Это говорят. я не понял, где тут что. Вон глаза наверху. Немножко разные. Они его зубы, правда? Вот как на котов. Даже пока мы шли, уже там не 20, а уже больше стало. Ой, людей-то посмотри сколько. Не, вообще на самом деле, если одеться, конечно, нормально, то в принципе ходить, гулять, я думаю, что можно. А, я, кстати, забыл сказать про штаны. Кто помнит, я покупал себе толстые мега штаны. Ну и, короче, благополучно я их порвал. Через один день носки. Через 2 или через 3, как-то так. Ну, не, очень быстро, короче. В общем, если нормально одеться, то на самом деле можно было. Просто мы почему-то всегда думаем, что там минус 15, минус 20 это как будто бы 0. И одеваемся как-то так на лайте. Если, конечно, нормально одеться, то было. Господи, я думала, живая собака. Все тут уже так шумненько стало, да? Ага. Ты потом плаваешь, что ли? Не знаю. Вряд ли. Просто пункт обогрева. Да, сцена. В общем, праздник, тут сегодня игра была еще какая-то. Ваня хотела сходить, но перехотела. Так бывает. Так, мы тут сразу видно, наверное, лошадки ходили. Ничего. Да, Ну да. откуда пойдем? Давай отсюда, потому что там народу намного больше. Ну, кофейня. Так, ладно, все, я включусь там дальше, чтобы сэкономить батарею. Какао себе. Американо 100 рублей. Горячий шоколад. Что-нибудь взять? Не знаю, как хочешь. Так, изобретение пены, город Петрозаводск. Смотри, изобретали. Да, пожарник что ли? Пожарник. Взяли горячий шоколад. Сколько, кстати, стоит? Я даже не посмотрел. 150 рублей. Ага. Сухопутный пароход, город Кондо пока. Сухопутный пароход. Ну почти что паровоз, короче. Это хорошо, можно греть руки об этот стаканчик. Механическое сердце, город Петрозаводск. А уже были награждения или нет? Нет. А, да, сегодня. Наверное, должны сегодня Да, да, быть, сегодня. Смотри, там начинается. Причем не так сильно далеко. Может, не так сильно давно? Ой, Великое да. открытие Менделеева, город Петрозаводск. Ну, сейчас было посвящено какой-то науке, нет? А я забыл. Изобретением, наверное, да? Что-то раз и там было про изобретение. Не, слово науки точно было. Я говорю, что-то программе. посвященное науке. Белка и стрелка, город Кондо. Ой, смотри, как прикольно, СССР. Красиво. Вообще прям это классно. Мамонтенок, город Контобога. Что-то немножко не так не до у него с лицом. Но вообще молодцы, на самом деле, большие молодцы. Прогулки по Луне, город Кондо. Тоже Контобога. Помню, раньше на табличках было написано страна, Норвегия, Германия. Ну, может, в этом году тоже дойдем, в прошлом году мы уже видели. Город Петрозаводск, химия, мать всех наук.
В общем, потом посмотрим, что Так, за... мы, в общем, очень замерзли, Что поэтому за мы... тема, где у гипербореи всегда есть какая-то определенная Да, тема. я но думаю, тут, я судя уже по на всему, видео что-то с написал. науком. С науком. С науками-то. Лошадиная сила, смотри, как это Петрозаводск. Смотри, как классно, да? В общем, Тут можно очень сильно останавливаться не будем, Полет к Венере, город Кондратов. потому что у нас замерзли пальцы большие на ногах. У меня пока один палец замерз. Можно вам прям выключить на секунду руки погреть. Так, да, все, сейчас включимся. Так, Великий садовод. сон Мичурина. Петрозаводск. Многие фоткаются. Нам надо, кстати, не забыть фоточку сделать. Занимательная минералогия Персмана. Город Мурманск, город Санкт-Петербург. Тут поинтереснее. Но здесь зато ближе. Но они больше. Город Дельта океана, город Петрозаводск. Дом корабль называется Ермак. О, что-то похожее, кстати, в том году было, Цена идеи. по-моему. Город Петрозаводск. Руку поменяю, замерз. А? Время вперед. Петрозаводск. Не спорти. Я помню в том году, чуть не упал. Космическая философия. Город Омск и город Санкт-Петербург. Ой, Такая Да. тонкая работа. выключай эту сейчас справку, типа, песни. Тракторное величие изобретение Блинова. Город Кондрово. Северный полюс -1. Город Петрозаводск. Мишка и Нож. О, моя рука. Сейсмограф, пульс Земли, город Санкт-Петербург и город Евпатория. Неожиданно. Ну, мало других участников, обычно больше. Так, это у нас радиоволна. Город Мурманск и город Санкт-Петербург. Так, все, теперь пошли смотреть ледовые скульптуры. Катают на лошадках, катают на подушках. Ну, все, что хотите. Блин, ну как-то Пойдем с самого середине. начала. Еще в такой холод, да, люди лепили. Так, сейчас я зум включу и включу камеру. Так, надеюсь, что не испортит зум картинку. Точно с этой стороны открыто не ставим? Ну да, с этой. А может с той. Хотя себе тут маленький, подсвечивается красиво зато так, да? Тут Да. менее понятно и подальше, но... Тут тоже красиво, смотри, это леса или что это? Леса, да? Как Больше на бы лесу похоже, да. Катя, сдавай. Это написано, конечно, в темноте. Ну там поярче. Подсветка. История среди камней, город Петрозаводск.
Ага. О, тут уже поярче пошло что-то. Соль жизни. Архангельск, Санкт-Петербург, Петрозаводск. Это больше такие уже большие заводы, да? Это так. Все только настраивают, где-то цвет. Великий император, да, там написано? Ага. Череповец. Город Череповец. Молекулярная коммутация, село Заозерье. Заозерье, это совсем рядом. Вон там. Одержимый космосом. Циолковский. Город Королев, город Вологда. История граненого стакана. Город Олонец, город Петрозаводск. Там как раньше аппараты были, да? Ага. Стакан. Вот там стакан наверху стоит. Пойдем дальше. Стоит у этого газированной воды. Я сделала. Надеюсь, там не Открытие сильная материка тряска. Антарктида, село Яниш-Поле. Я не в школе. Пингвиняшки. Хорошие. Эврика, город Хондопога, город Петрозаводск. Высоко, да? Ага. Ой, что-то упало, кстати, вон. Рука. Рука упала. Радиоволны. Петрозаводск. Кого-то где-то пахло алкоголем, кто-то подогрелся. Ага. Зачем идти сюда? Очевидное, невероятное. Город Петрозаводск, город Санкт-Петербург. Ну, вроде как все. Все, что было, показали. Так, сейчас зум отключу и включусь. Да, я допью. Стаканчик прикольный. Короче, здесь все ходят, как будто с закрытыми глазами, ни хрена не видят, извиняюсь за выражение, и толкаются. Меня уже 3 раза бортанули. Видно, как эти люди прицепляются к забору, и ты идешь Но. мимо, хочешь быстро пройти, и они типа, нет, я тут стою. Как будто бы, я не знаю, ты сейчас их оттолкнешь, начнешь тут фотографироваться 40 минут. Ну вообще как-то очень много, я смотрю, О, мои пальцы. таких, которые не подвинутся, не отдвинутся. Вообще, Так. почему мы всегда любим ходить на следующий день? Во-первых, когда светло, а во-вторых, людей уже, как правило, меньше. Ну да. Ну почему-то я не увидела, где эти места награждения. Видимо, все-таки завтра, наверное, будет. Не, я читал сегодня, просто здесь в него медали не Ну, повесили. может быть, сегодня просто провели там голосование какое-то и еще не повесили. Потому что обычно, как правило, ну, последние годы мы чаще всего ходим на следующий день. То есть вот, грубо говоря, открытие. В этот же день обычно всегда фейерверк. В этом году фейерверка не было и не будет. И потом мы обычно ходим на следующий день. Вообще, на самом деле, в этом году мне показалось довольно мало, как будто бы работ было. И, естественно, все, кто делает эту работу, вообще все большие молодцы. Но немножко что-то мне не хватило. Да тебе как? Ну, по мне, я уже в том году сказал, что с каждым годом все хуже и хуже. Когда было потом... Не, это красиво это все, но масштаб все меньше и меньше. Конечно, у людей огромный. Но, ну не знаю, в этом году мне немножко скучновато показалось. Вот когда было посвящено Петру, да, по-моему, было много классных, крутых работ, нереально. Сейчас немножко что-то, какие-то прям вау, какие-то проделаны хорошо, но скучные, скажем так. Ну, лично это мое субъективное Это потому мнение. что тема такая. Поэтому очень быстро мы плюс пробежали.
Ну и тут понятное дело, что участники совершенно другие, грубо говоря, здесь практически Ну вообще в этот Карелия, раз вон. вообще из других стран вообще ничего не было. В том году были же хоть какие-то, да, страны, я не помню. по-моему. Я помню, что раньше была Норвегия, Германия, Финляндия. Нет, в том или в позатом году, когда были еще Литва была что-то. Буквально вот в том или в позатом году. Беларусь, Там, по-моему, там была. было это. Там не Литва была, там сборная. Ну типа Литва с кем-то, с Питером или с Ну, кем-то. всё равно. Что-то такое. Сейчас я вообще таких работ не увидела. Естественно, огромное спасибо этим ребятам, которые все это строили, лепили, как бы они реально проделали нереально крутую работу. Плюс довольно холодно было эти дни. И сегодня еще потеплее, скажем так. Вчера было там 25. И они в таком холоде это все делали. Конечно, они молодцы. Но вот фейерверк отменили. Вот должен был быть фейерверк, как обычно. То есть гиперборея, она, грубо говоря, начинается с понедельника. И вот там неделю люди строят. И на выходных вот первый день открытия, салют, все дела, и во второй закрытие. Там вот награждение, все это. Ну, в общем, не знаю. Ну сейчас, в общем, масштаб уже не тот. Ну да. А, кстати, мы же вечером-то приходили, была музыка там что-то. Сейчас Я не что-то помню. не музыки. Сцена уже была отключена. А мы приходили-то под салют к 10 Мы в том часам. году, мы в том году тоже пришли же вечером, было темно. Тоже мы пришли в этот же день. Потом мы сказали, что плохо видно, подумали, и придем днем. А буквально, когда мы пришли, через несколько дней все начало таять резко, и вот Да, все да. потекло. Я вспомнила, это вот в том году было. Но в этом году не ожидается потепления. Но я думаю, что второй раз мы не пойдем. Не вижу в этом необходимости. Ну я, может, сбегаю, но если будет тепло. Тепла не будет. Ну, И тепла пока не не обещают. предвещается. Пока взяла тоже, это, себя щекотно. Сначала показался вкусным, а Так, потом, тихо, тут лед. показалось, что что-то пустоватый, как будто сильно водой разведен и сахара нет, особенно вот во второй половине. Они надо плохо размешивать. Мне как-то тут наоборот было все наверху как-то еще ничего, а потом... Получается, наоборот, ты же трубочка сюда. А, ну я с брала. трубочкой взяла, точно. Ну, кстати, что удобно. Там да, что снизу было трубочкой. вкусно. Ну да. С трубочкой были, это ни к чему. А, все, у меня такое ощущение, что на набережной все-таки теплее, чем тут. Да, Опять вышли пошла, да. выше и все, и я начинаю окочуриваться. В общем, сейчас до торгового центра бежим за бургерами, детям. Ну, я, может, тоже съем. Да. Я не буду. Я, может, возьму попить чаю, я не знаю. В общем, до торгового центра тут немножко, 5 минут буквально. Да. Полетели. Так, в общем, я не знаю, что тут происходит. Не знаю, видно вам или нет, но тут целый этаж просто идет детей. Кто все эти люди, я не понимаю. Это какие-то туристы, наверное. Наверное, да, приезжали на Гиперборею. Не знаю, на камере, наверное, даже видно не было. Я такого чуда тут не видела, конечно. Так, там опять у нас ярмарка ручной работы. Так говорит. На Глория джинс идем. Вообще вот первая грядка. И вот да, еще. Вот такой хвост, так смешно. Вообще, кстати, нельзя столько людей на эскалатор. Да, везде же ездят, в Москве, в Питере, метро. Это метро. Тут я просто помню, как у нас тут ругались. Я когда-то здесь в Максе работал. Еще вот столько людей. Сейчас мы идем в Глория джинс. Только я не знаю, зачем мы сюда пришли. Так, я, наверное, здесь снимать не буду, потому что здесь музыка играет. Так, все, мы сели, в общем, сейчас закажем за этот столик заказ. Так,
Все, нам принесли наш заказ. 20 минут, ой, сколько? 15 минут примерно 15 ждали. где-то, наверное. Ну, народу очень много, потому что для 15 минут заняло ожидание. Ну, нам принесли к столу. Единственное, что я не попросила пакет, нам же бургеры детям домой еще нести, надо будет потом попросить. Мы взяли себе тоже по бургеру, картошечку, наггетсы. Короче, детей, кстати, которых я показывал на эскалаторе, они все сюда пришли, вон там в очереди стоят. Ну, не все, мне кажется. Ну не все, но немало их там. Ладно, Всё, бон аппетит, будем уже, кушать. кажется, да? Зеленый, бежит. Ты что, бежать-то 20 секунд? Ну что? Просто побегаем. В общем, все, мы вышли. Ну, это же 9 часов вечера. Поэтому немножко загулялись. Купили еще попугаем корм по пути. Докупили Оле все в подарочек. Все, соберем. Хотел завтра отправить. Завтра воскресенье, завтра не работает почта у нас. Поэтому до послезавтра откладывается. Ну, главное, что все, мы все новое собрали, купили совершенно другое. И все, сейчас детям бургеры взяли тоже. Идем домой, вроде все дела переделали. Кто молодцы? Мы молодцы. Кстати, это видео выйдет на следующий день после его создания. То есть мы сегодня снимаем, Сегодня и завтра суббота. оно уже выйдет. Да. Сейчас прикол, если не будет времени потом на монтаж, и оно не выйдет в воскресенье. Да, следующий, наверное, ролик будет опять из серии «На море на поезде», потому что у нас с вами еще куча непросмотренных вариантов. Во-первых, на сайте мы тогда с вами дошли только до 30 тысяч. Понятно, что цены там прошлогодние, и все выросло. Я и в том видео это говорила. И сейчас говорю, что на цены не особо сильно можно ориентироваться, но сами варианты посмотреть можно. И если в том году было 30, допустим, понятно, что в этом году оно не будет 100. То есть в любом случае это как бы нормальный вариант. Ну, в смысле, недорогие вообще. Вот. Поэтому посмотрим. Не знаю, как-нибудь еще с вами посмотрим те варианты, что вот вы нам скидывали. Есть варианты, которые, ну, я тоже смотрела. Классные. Ну, что-то немножко далековато, что-то еще. Плюс нас же много, нам приходится подбирать под всех. Да, Не только нас под нас. 12 человек едет. Я уже 3-й год хочу в Дольче Вита тоже съездить. Но не еду не из-за нас, а из-за наших как, семей, друзей. Короче, много нас надо, нам Да. много места надо. Поэтому как-то так. Да, и не знаю, когда он выйдет. Но факт в том, что видео по-любому выйдет про море. Мало ли кому не нравится. Просто я зашел тут в аналитику и посмотрел, что очень-очень много идет просмотров за последние 48 часов. Ну, И каждый день я это смотрю. Все Да, смотрят море. Да, про море все. Обзоры всякие. Но именно наши видео смотрят. То есть, получается, около... Что там, почти 2000 просмотров каждый день. Ой, каждые 48 часов. Это про море. Вот, так что... Ну, так как эта тема сама и для нас умершила, тоже вещи. И многим, как мы понимаем, это интересно. А Да, почему бы не снять? Ну и тем более, как бы, Все равно мы сами все ищем. равно нужно, всё да, равно мы этим подготавливаться. занимаемся. Не знаю, нам не трудно, вам приятно, а нам приятна ваша обратная связь, так что все круто, все довольны. Все, рука замерзла. Постоянно показываю северную гостиницу. Чуть стоп не уехал. Я. Ну все, друзья, мы уже почти что дома, мы уже у вокзала. Думаю, что все уже давно знают, что живем мы недалеко от вокзала. И на этом, наверное, наше видео буду заканчивать. Домой придем, соберем посылочку. Ну, показывать пока ничего не будем, потому что все-таки это сюрприз. Да, Вот. как договаривались. Да, и как бы... Я говорю, потом, ну, все равно я, наверное, сфоткаю. И потом либо Оля в Телеграм выложит, либо, ну, может, я сама потом. Не знаю, в общем, посмотрим. Ну, а так, это видео на этом буду заканчивать, потому что время уже 10 час вечера, пока мы придем домой, пока туда-сюда. Все, что... Всем, как всегда, огромное спасибо за просмотр. Мы с нетерпением будем ждать ваши лайки, комментарии. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Всем Не пока. забывайте подписаться на Телеграм.